тут? Да, Денис, я здесь. Готова переводить на английский. Добрый день. Меня зовут Василий, и будем мы уже... Как будет легче, то есть сколько раз говорить, и как будем перевести, по какому сценарию? Если вы будете ограничиваться где-то 4-5 предложениями, будет хорошо. Если предложение содержит какие-то важные цифры или длинные названия, было бы хорошо ограничиться одним-двумя. Хорошо. Хочу представиться, я автор проекта Dylan Mirror. I want to present myself. I'm the author of the project. My name is Dylan Mirror. И начну с того, что я расскажу о себе. Let's get started. I'm going to tell a little bit about myself. И наш такой профессиональный путь со сложного ремонта гаджетов. I began my professional growth from repairing gadgets. И разного рода электроники, работа под микроскопом, замена дисплеев и разного рода элементов. And different work with electronics, like working with microscopes, changing displays, and other sorts of details of device. Также изучал медицину, а именно физиотерапию. I also studied medicine, especially physiotherapy. Ну, то есть опыт есть опыт в совершенстве электронных устройств, моделирование и экспериментальные разработки различных технологических прототипов. Means that I have experience in electronics, designing that or different prototypes, especially when it includes high technology. Многие спрашивают, как я создал это зеркало, и я бы хотел рассказать так вкратце, как это произошло. Many people keep asking, how did I come to inventing that interesting mirror? So I'm going to briefly introduce that. Моя жена часто спрашивала, как она выглядит сзади, когда покупала новые вещи. My wife used to ask me, so how do I look? What about my background when she was buying new things, new clothes? И это напомнило мне о студенческих годах, когда я сам думал о таком зеркале, которое будет показывать обратную сторону тела. And when I used to be a student, I was also thinking about such a mirror that has an ability to show the rear side. Вот, собственно, такая короткая история. Произошло это за 1 год, то есть думал о начинании проектирования этого зеркала в Париже, и, собственно, за несколько месяцев удалось даже запатентовать данную идею. So the whole story took me for about a year. I had started back there in Paris, and now I have this result. Перейдем тогда к вопросам. Я постараюсь сам задавать и отвечать на вопросы, чтобы в конце не осталось ни у кого вопросов. А если останутся, я с радостью отвечу дополнительно. So I invite you to ask questions. I would like to cover majority of questions, given all of them, so that in the end of the meeting we won't have many of them. Очень важный вопрос и самый частый. Куда тратятся деньги, которые сейчас заходят? Сейчас деньги тратятся в первую очередь на защиту интеллектуальной собственности, на патенты, которые будут уже в скором времени поданы в разных странах. The most frequent question to be asked is how do we spend money that are coming into the project now? So first of all, that's the patenting, and secondly, повторите, пожалуйста, вторую причину, кроме патента. Как еще раз? Патенты и Ну, патент, да. И это будет сделано, чтобы защитить нас всех и проект. So that's getting patents is very important to protect intellectual property, and this is conducted in order to protect us from any sort of harm.
а также у нас уже есть команда из айтишника, то есть несколько айтишников, суппортов, нескольких дизайнеров и фронтенд разработчиков. Вот на них тоже идет оплата, зарплата. We also have a strong IT team with developers, designers, front-end designers as well. They also need to be paid, so we spend money on them as well. А уже половина идет на оплату тем, кто уже развивает наш маркетинг. And a great half goes towards those who develop our marketing. Также хочу рассказать теперь про проект, потому что многие еще не понимают до конца, что такое Dylan Mirror, что это за проект. Понятно, что зеркало, но трудно всем понимать. Now I want to tell a little bit more about the project itself, because people do know that there is a project named Dylan Mirror, but not many details are there. Это проект по производству умных зеркал, которые будут показывать человека с нового ракурса. This is a project of a mirror, smart mirror, that are enabled to show the real side of body. So actually the person can see like back, neck, this way. А именно это функция обзора на 360 градусов. И цель этого проекта, то есть, чтобы люди... This device is capable to show the vision from 360 degrees all around, and this is the function that was not available to any other device before. Такой еще вопрос, что с патентированием, на каком этапе мы сейчас находимся, и какая вообще у нас защита интеллектуальной собственности. Расскажу так. Ну, да, переводите. Next question is about intellectual property. What have we done? What have we achieved for now? I'm going to tell a little bit about this. 2 года назад была подана французская патентная заявка, которая уже принята, и мы уже прошли все проверки, и уже в этом году ждем уже официальный патент. We have applied for a patent in France, and we have already filled in all the applications, presented all the documents needed. So this year we're going to acquire this patent in France. А год назад была подана PCT, патентная заявка, которая уже, благодаря которой мы уже можем подавать на все остальные страны, которые мы выберем. 1 year ago, we got PCT. It is such a document that enables us to request such documents in any other countries. Был такой вопрос еще важный очень. Когда и где откроется производство? И когда первая прибыль для инвесторов от реализации? There was also a question about when and where we will start our production, and what will be the share from the realization of the product. У нас в планах при первой возможности, когда мы привлечем нужные средства, открыть производство, чтобы параллельно уже и производить даже в маленьком объеме. We are planning to start production as soon as it's only possible. Once we get needed finances, and then we will try to start production, even small parties, the mirror. И это произойдет в Дубае в первую очередь. Из-за того, что Дубай, я считаю, очень развитой страной, и тут обычно все современные технологии собираются. И я считаю, что наше зеркало подходит отлично для такой среды развития нашего бизнеса. Definitely, first of all, we'll get started from Dubai, because Dubai is welcoming to new technologies. They also like to have something which is newly developed of top-notch technologies. So we view this market as the best place to start off. И после старта производства в конце того года, в зависимости от объема продаж, после вычета всех понесенных расходов,
и уплаты налогов, чистая прибыль будет распределяться равномерно между акционерами, но в зависимости от купленных ими пакетом долей. By the end of this year, the money that we'll get with subtraction of taxes, with subtraction of all expenditures needed, essential expenditures, all the money that will come will be diluted as share between all our shareholders. Такой еще вопрос, сколько займет времени данное патентование по всему миру? И Another question is how long that will take to get the patent for this technology all around the world. И будет ли производство в этот промежуток времени, пока у нас не будет патента? And will we continue production by the moment when we will get that patent? Так как у нас формула патента готова, нужно просто перевести, и это делается за очень короткий срок. Остается только выбрать страны, и после подачи мы можем сразу приступить к производству, потому что мы уже защищены. Since we have got the original version of the patent, and it takes only to translate that in a proper language needed, which actually normally takes just a little time, we can just choose the country where we want to move to, and then do this translation and start production right away. Многие спрашивают, какие размеры есть таких зеркал и какие мы будем... 8×12. И у нас размеры стандартные, есть самый маленький, средний и большой. У нас есть, конечно, линейка размеров, но скажу самые, которые будут продаваться. Another question is, what are the sizes of the product? We do have small, medium, and large, but I will tell you what's the majority of the sizes will be presented in the line of the production. Есть стандартное маленькое зеркало 93 сантиметра на 52 сантиметра, и оно будет стоить $1000. The standard size is 93 to 52 centimeters, and it will cost $1000. Также есть размер 144 сантиметра на 81 сантиметр, будет стоить $1800. Another variant version is 1448. No, excuse me, 144 to повторите, пожалуйста, размеры. 144 на 81 сантиметр будет продаваться в стоимости $1800. So once again, another size is 144 to 81 centimeter. The cost will be $1800. Могу показать сейчас, как работает зеркало. Я обычно делаю это при каждом зуме, потому что это очень удобно понимать, как именно работает. Now I'm about to demonstrate the mirror. I do this every time I have Zoom meeting because it's the best way to present the product itself. Вот данное зеркало у нас как зеркало. Нажимаем на кнопку и включается передача картинки. Можете перевести. This is the mirror. Now I turn it on, and now I switch the module or the region in which the mirror shows the picture. Быстрота повторения движений максимальная. The speed of repeating of the movements is the maximum. Также есть умный свет, который присутствует. Умные точки, они увеличиваются и уменьшаются при включении и выключении. There is also a smart light system that can be switched on and switched off when it's needed, and it is regulated automatically. Тут находится камера. Here we have a camera. И тут получается наш экран.
And there is our screen. Который превращается в зеркало. Даже у нас есть мах руки, который выключает систему. The screen turns into mirror, and also we have a system that reacts on the movement of the waving of my hand, and then turns into mirror immediately. Я поэтому с телефона сижу, чтобы было удобно. That's why I'm from my phone, so that I can comfortably demonstrate that. В общем, из чего состоит само зеркало, я показал, как оно работает, и вы уже сами поняли, из чего состоит. Сейчас буду перечислять, из чего именно состоит. So you could see this mirror. It definitely consists of several parts. Now I'm going to tell a little more about each part and what is the principle of function. Начнем с зеркала шпион. Let's get started with a spy mirror. Высококачественная камера. It's a camera of a high quality, top notch. Кнопки включения. Это может быть сенсорная панель, может быть датчик движения, может быть голосовые команды. So we can turn it by using voice commands. We can use a sensor screen. Какая третья была? И интеллектуальный свет. And intellectual light. А в будущем мы уже добавим очень много дополнительных функций. И для этого мы уже приготовили наш план. Все зависит от того, как пойдет сбор средств. In nearest future, we will add more features. We already have a plan in which they are going to be included into the project. So accordingly, we will add and try to present. Такой вопрос еще был, почему нельзя брать завод в аренду? Зачем строить? Потому что мы указали, что мы хотим построить большой завод. There was also a question, why do we rent? Why cannot we? Because we actually are planning to build a factory ourselves. Если мы будем брать цех или фабрику в аренду, то это будет сложно, потому что мы должны будем спроектировать под нас, под наше производство каждый уголок. If we rent a factory, it will be really difficult to adjust this factory to our needs because it actually means that we need to adjust each and every corner of this building. А для этого не все арендаторы согласны. И при переезде очень большие затраты. Not everyone is going to rent out their buildings on these conditions, and also it entails huge expenditures. И мы сейчас говорим о одном заводе. А у нас в планах построить много заводов по всему миру. And we need to remember that we are talking not about only one factory. Our plan is to build many others around the world. А арендовать по всему миру и переезжать – это очень большие затраты. If we go on a renting plan, it will entail huge expenditures because it's difficult to move from one factory to another, from one country to another, and it also time-taking. Такой интересный вопрос. Есть ли такие же зеркала в мире где-нибудь? То есть, есть ли аналогические проекты? Про конкурентов что я могу сказать? Also a question about equivalent of products. Is there any other products that are similar to this one somewhere in the world? Могу сказать, что есть похожие зеркала, только у них камера находится на самом зеркале, и они никогда не смогут увидеть в прямом, в режиме реального времени свою спину. То есть смотрящий в зеркало не сможет увидеть свою спину в режиме реального времени. There are products that do have some kind of this technology, but they all have their camera placed on the front side of the mirror. What does that mean? That means that the person will never be able to see the back side in the regime of real time. It's just not possible. Это относится и для зеркал, для салонов красоты. У них также камера устроена на самом зеркале. И парикмахер поворачивает клиента, и
тут нет смысла, то есть так много движений, а у нас все можно смотреть в режиме реального времени, держа камеру в руках или установить ее на подходящем месте. We can say all the same about the mirrors that are in salons, in barbershops, etc. So there, a master, the hairdresser, he needs to turn the chair. He needs to work with a client a lot. But here we can just have our mobile phone in our hand and manipulate something to the minimal to get the best result. Где же будет построен завод в Дубае? Мне лучше всего подходит район Экспо. Многие знают этот район. Это не так близко к городу финансово, это устраивает недорого. И So, where the first factory is going to be built? Definitely Dubai, and to my mind, Expo is the best spot, the best location to build it because everyone knows that, and it has all other features needed for us. такой вопрос. Сколько денег нужно собрать на данном этапе? За какой срок и почему именно сумму 200 миллионов? Another question is how much money we need to collect to accumulate so that we can start building. Why 200 millions needed? План развития нашего проекта предполагает за 2 года собрать 200 миллионов. So our plan is to consolidate 200 millions in a span of 2 years. Из 200 миллионов 100 миллионов идет на выплату тем, кто помогает по маркетингу. 100 million will be spent to pay those who are doing marketing. Такой еще вопрос. Не лучше было бы, если разделить на раунды весь наш проект. Another question is, wouldn't that be better if we split our project into steps, into rounds? У нас это и так предусматривает дорожная карта. Well, we have a roadmap, which is basically based on this principle. It splits the project into several parts. И автоматически у нас получается весь план разделен на раунды. Например, первый раунд у нас оплатить патенты во всех странах, второй раунд типы, и третий раунд это уже производство. So basically, the roadmap is split in several steps. The first one is to pay for patenting. Second one is creating and building prototypes. Третий раунд подскажите. Что? Извините. Третье строительство. And the third step is starting the construction. Да. У нас в проекте сейчас 280 миллиардов долей, из которых 42 миллиарда на продажу, то есть 15%. So we have 280 billion of shares. Повторите, сколько на продажу? 15% это 42 миллиарда. So 42 billions or 42% we are going to share with the stakeholders. И инвесторы получат дивиденды в зависимости от купленного пакета акций. So all the investors will be paid back accordingly to the size of the pack accordingly to the size of shares. Выход на IPO у нас планируется в 30-м году. 6 лет. We will end up with... В каком году, повторите еще раз? В 2030 году мы выйдем на IPO. So we will end up with IPO by the end of 2030. By the end of 2030. Наша бизнес-модель сейчас предлагает огромные возможности для получения прибыли. То есть мы можем работать по франшизе, по маркетплейсу, по прямым продажам, по подписке даже. Поэтому у нас бизнес предназначен как для B2B, так и для B2C. So our business is good for B2B and B2C models. It also includes the model of franchising,
the model of subscription, so we can use different models. Был вопрос про рисков. Я хочу сказать, что каждый бизнесмен понимает, что риски везде, и в первую очередь инвестиции – это равно риски. Но я не вижу пока что никаких рисков. Дай бог, чтобы не было Третьей мировой, а так я уверен в себе, и у нас все получится вместе. Other question was how we are going to address the risks. Well, firstly, we have to recognize that investment in business implies the risk itself. But for now, I don't see any severe risks, any serious obstacles that we are going to face. So if Third World War is not happening, then we won't face any serious obstacles. Такой вопрос был важный. Какой документ получит инвестор при покупке долей? Another question is what's going to be the paper, the document that the shareholder will get once he buys shares? Всем знаком проект «Ветер», и у нас аналогично. Это электронный цифровой ключ, который будет заключен в некий NFT, в котором будут данные о том, кто и когда инвестировал, и сколько долей. Это такой инновационный документ, который в скором времени будет интегрирован. It's going to be similar to Project Vetter, which majority of you have heard about. And just like in Vetter, we are going to provide a digital key, which is sort of NFT, where you can find all the recordings. When did you buy something? What were the operations with that? All information will be there. Такой вопрос, сколько капитализация проекта сейчас оценивается? Another question, what's the capital of the project? What's the estimation? Так как у нас сейчас нет активов, мы не можем оценить проект, тем более в начале стартапа. We don't have any actives for now. That's why we cannot estimate how much they will cost, especially in the first step of a startup where we are right now. На данный момент выходит, что у нас есть только патент французский, который я его оцениваю в $50 миллионов. In result, we can conclude that for now, we possess a French patent, which I personally estimate as $50 million. Ну, в общем, это самые повторяющиеся вопросы, поэтому если есть какие-то вопросы, которые я не ответил на них, можем прочесть. Диана, если поможете, какие вопросы есть? Да, я открываю чат. Минуту мне потребуется. Да, конечно. Приветствую, Артем. Да, добрый день. Просто я смотрю, что все молчим. Мы ждем вопрос. There is a question. Такой есть вопрос. Когда компания выйдет на биржу? When is the company listing in the stock exchange? Ответил, в 2030 году мы выйдем на IPO. So it's gonna happen in 2030. Про roadmap вы тоже рассказали, да, это стадии. Артем, Диана сейчас читает чат и, может, найдет какой-то вопрос, который еще не был обсужден. Артем, может, у тебя есть какие-то вопросы, которые тебе задавали на днях, и он такой новый? А нужно ли мне перевести вопрос и ответить? Ваш комментарий? Да. So there is a question. As seen in the video, when the rear part is seen, two mirrors are seen placed parallel, like it happens at the barber shop. Why so? So the comment is that it's nothing like place two mirrors one in front of another parallel.
it might be just a visual effect because two mirrors are set one next to another, and it's actually the demonstration in the barbershop. У меня второе зеркало для показа, как работает зеркало для барбершопа. Там у меня камера без кабеля, поэтому я установил тут два зеркала. So here I just placed two mirrors for demonstration purpose, and it doesn't consider any constructional parts. It's not Давайте about the structure. Да-да. Вот я отойду в сторону. So Вот I'm это мой- stepping out a little aside. This is the mirror. Тут зеркало для барбершопа, у меня тут So прототип. this is just a regular mirror for a barber shop. Has nothing to do with the technology. Тут у меня камера для барбершопа, то есть также работает. Надо просто, чтобы ее включить. А сейчас у меня нет помощника, чтобы он сел. Также работает, то есть держишь камеру в руке, и там показывается затылок. So this is a camera which is normally used in barber shop. I'm holding that in hand, so I need to turn it on, but I have nobody to assist me. So that this is the thing which is happening regularly. Вот. А тут камера, получается, для фитнес-зала. То есть у нас тут есть камера, которая с кабелем. Вот кабель проходит под полом и подключается к экрану. And this is our mirror. Opposite, you can see a camera which are normally placed at the gym. So there is a cable that leads from camera to the mirror. So I'm coming up to the camera, to the mirror. You can see me moving, and it's real-time mode. То есть тут простая сборка, но запатентованная так, чтобы никто не повторял. So it's very easy to assemble. Actually, the principle is very simple, but it's been patented so that no one can repeat that. Таким образом выключаем. And now I turn that off, and it turns into a regular mirror. То есть тут присутствует только одно зеркало. So in this gadget, we have only one mirror, which is placed on the wall. You can see that right now. Надеюсь, теперь немножко было ясно, как работает зеркало, если кто-то не понял. So hopefully we covered your question, and now it's really clear how the product is working. Есть какие-то еще вопросы, Диана? Нет, все остальное мы. Ну, тогда Про мы пакеты уложили вопросы. минут. Какие пакеты есть? пакеты долей. По всей видимости. Какие пакеты есть? Если речь о пакете долей, там можно разбить на 10 месяцев, и, если не ошибаюсь, там 300 тысяч долей за $10 можно купить за один раз. Повторите, пожалуйста, цифры. Сейчас скажу точно, потому что они дорожают. Кстати, нужно поторопиться, потому что не 10 тысяч долларов, $10 это получается, сейчас отвечу, зайду. Они дорожают с каждым днем. There is a question about what kind of sort of packages are available in terms of shares. I'm going to provide you with an accurate information. While I'm looking through, I just want to mention that the price keeps growing. So the one who wants to buy needs to be in a hurry. Вот за $100 можно купить сейчас 411 978. 411 978 за $100. За $100, который можно разбить на 10 месяцев. So for now, it's possible to buy 411,978 shares for $100. We can split that into 10 months. И
таким образом покупая 41 235 долей за $10 в месяц. So that you can buy around. Кажется, мы закончили, если нет других вопросов. Да, все. Да, с вопросами все. Тогда хочу всех за то, что участвовали в сегодняшнем зуме, и будем так регулярно выходить и отвечать на интересующие вопросы. Всем спасибо, до свидания. Thanks everyone who joined and participated today. Hopefully we'll meet again soon and we will continue discussing the details of the project. Все, до свидания. Goodbye. See you all.